3 убежденных британских империалиста: Сесил Ротс, Уильям Стед или Стид, разведчик, и Реджинальд Беллиол Брефт. Тайная организация во главе с 5 стала ударной частью старого британского класса и одновременно ядром новой мировой англо-американской элиты. Ну, а если посмотреть в прошлое, то британо-американский конфликт 20-х годов, он вылился в конечном счете во Вторую мировую войну, и в которую вроде бы ввели Германия и Советский Союз, но поджигателями и заговорщиками главными были, безусловно, британцы и американцы. Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Картина мира». Мы продолжаем наши беседы из цикла «Времена Босха. Перекличка». Мы в прошлый раз с вами говорили о венецианской разведке XVI-XVII веков, а сейчас мы перелетаем в 21 век. Ну и из 21 века немножечко посмотрим в 20 и в 19. Я хочу сегодня вернуться к тому документу, о котором отчасти я уже говорил где-то год назад. Этот документ, подготовленный одним из центров концептуального управления англосаксонского мира, Чатам-хаус или Королевский институт международных отношений. Документ этот называется «Мифы и ложные концепции в спорах о России. Как они влияют на западную политику и что можно с этим поделать». Почему я вернулся к этому документу? Сейчас, хотя и в меньшей степени, чем раньше, но тем не менее до сих пор приходится слышать у нас, так сказать, в стране разговоры о том, что пройдет какое-то время, мы замиримся с Западом, возможно, при новом руководстве. И Запад нам не враг на самом деле, а вот так вот, так сказать, вышло с Украиной. Но отчасти это говорят наивные люди, отчасти это говорят субъекты влияния. Я думаю, что этот термин более адекватен, чем агенты влияния, потому что агент – это тот, кого агентурят, вербуют. Есть люди, которых не вербуют, они просто выступают как некий субъект влияния, которого используют как доверенное лицо. Хотя и агентуры есть тоже. Так вот, я хочу еще раз пройтись по этому документу, чтобы не было никаких иллюзий по поводу того, что ждет Россию со стороны англосаксов, со стороны британо-американских, американо-британских кланов в ближайшие 10-20 лет, независимо от того, кто будет руководить Россией. И, разумеется, если только Россия совсем не капитулирует. Что в документе, документ датируется маем 2022 года, что в этом документе зафиксировано? Зафиксированы ложные представления, с которыми нужно бороться. Главная мысль – договориться с Россией, будь то при Путине или без него, не получится и не нужно. Нужно заставить ее капитулировать так, как говорится в документе. Интересы, цели и ценности Запада и России непримиримы. Друзья, на сайте «Картина мира» nday.club стартуют Дни открытых дверей, во время которых с 8 по 16 марта 2025 года будет доступна промо-подписка «3 дня за 1 рубль». Предложение актуально для пользователей, не оформлявших подписку более 3 месяцев, и новых пользователей. Подробности на сайте nday.club на странице оформления подписки. И вот дальше идет список схем, которые в этом документе объявляются ложными. То есть, вот то, что я сейчас прочту, это в документе объявляется ложным. Первое. Россия и Запад одинаково плохи. Это ложная идея. Россия плохая, Запад хороший. Второе. Россия и Запад хотят одного и того же. Ложное. Объявляется ложным. Россия и Запад хотят разных вещей. Третье. России было обещано, что НАТО не будет распространяться на восток. Но вот здесь можно им сказать, граждане, соврамши. Дело в том, что найдены документы самими же западными исследователями, которые подтверждают наличие такого обещания. Плюс где-то год назад один из натовских деятелей вдруг заявил, что теперь ни США, ни НАТО не связаны никакими обещаниями, которые они давали России в 1997 году. То есть, были такие обещания. Четвертый пункт. Россия не находится в конфликте с Западом. Ложь, говорит Чатам-хаус. Находится. Дальше. Западу нужна новая паневропейская архитектура безопасности, которая включит Россию. Ложная идея. То есть, Россию
в структуру безопасности они не собираются включать. Шестое. Мы должны улучшать отношения с Россией, даже не получая уступок от России, потому что эти отношения очень важны. Не будут они улучшать с нами отношения ни при каких обстоятельствах. Вот очень интересный 7 пункт. Россия имеет право на защитный периметр, сферу привилегированных интересов, включая свои территории. То есть за Россией такое право отвергается. Нет у России никаких прав на защиту своего периметра. 8. Мы, Запад, должны вбить клин между Россией и Китаем, чтобы ослабить их совместные действия, направленные против интересов Запада. Вот это тоже, как это ни странно, называется в качестве ложной идеи, то есть и Китай, и Россия враги, и здесь нечего думать о том, чтобы играть на их противоречиях, нужно, грубо говоря, мочить и тех, и других. Ну, пусть попробуют. Пупок развяжется. 9. Отношения Запада и России следует нормализовать с тем, чтобы противостоять подъему Китая. Это вот тоже, как и 8, считается ложным, ничего подобного. И Китай, и Россия враги, и нечего думать о том, чтобы играть на их противоречиях. Хотя, конечно, они будут стараться играть. 10. Евразийский союз – искренний и значимый партнер Евросоюза. Это ложная идея. Объявляется. Народы Украины, Белоруссии и России – одна нация. Ложная идея, по их мнению. 12. Крым всегда был русским. Ложная идея. Но дело в том, что Крым последние 200 лет русский, и ничего с этим не поделаешь. 3. Либеральные реформы в России нанесли ей вред. То есть, по их мнению, это было очень хорошо. Санкции против России – ошибочный подход. То есть, надо вводить санкции. Это при том, что санкции нанесли уже Западу такой ущерб значительно больше, чем нам. 15. Все дело в Путине. Россия – централизованная автократия, управляемая ручным способом. Это объявляется тоже ложной идеей. Дело не в Путине, а дело в России. Россия – враг. Ну и, наконец, 16. То, что будет после Путина, будет лучше, чем Путин. Это объявляется тоже ложной идеей. Значит, все равно они настраиваются на длительный период конфликта с Россией, пока она не капитулирует. Причем нужно помнить, что Chatham House, я чуть подробнее сейчас о нем расскажу, это центр концептуального управления англосаксонского мира, а следовательно, не только англосаксонского, поскольку англосаксонский мир в единстве британо-американских и американо-британских кланов – это не совсем одно и то же, это центр управления Западом. Ну и исходя вот из этих 16 пунктов, ложных пунктов, делается заключение и формулируется указивка 10 принципов рационального и эффективного отношения Запада к России. Что нужно делать? Первое. Принять стратегию, основанную на честной оценке свидетельств, возможностей, намерений и действий России. Второе. Помнить, что Кремль не друг Запада. Третье. Избегать соблазна заключения большой сделки с Россией или геополитического союза с ней. Четвертое. Нужно ожидать от России действий, в основе которых будет разочарование или вражда по отношению к Западу. Пятое. Запад не должен сдаваться и уступать. Шестое. Очень интересно. Признать, что недружественные отношения с Россией соответствуют нынешнему моменту и диктуются реальностью. То есть, это установка на конфликт. Седьмое. Нельзя ставить безопасность выше экономической выгоды. Вот это нам тоже нужно помнить, что не надо экономическую выгоду ставить выше безопасность. Безопасность важнее. Восьмое. Установка. Сопротивляться соблазну компромисса в области интересов и ценностей ради сотрудничества. То есть, свои интересы и ценности они ставят выше сотрудничества. Девятое. Нужно ожидать шумную и злую реакцию Москвы на защиту Западом своих интересов. Ну и 10. Развивать исследования и увеличивать число специалистов по России. То есть, речь идет о подготовке к когнитивной войне. Собственно, они это делают уже последние 15-20 лет. Это именно когнитивная война, война в сфере знания. Я уже несколько раз говорил, скажу еще раз, что несколько лет назад ЦРУ и МИ-6 подписали договор с 3 историческими факультетами 3 британских вузов, Дарамского, Оксфордского и Кембриджского, о подготовке историков для спецслужб по специальностям, по которым обычно не готовят. Значит, что такое вот этот Chatham House? Это очень специфическая структура. У нас много говорят там о Бильдербергском клубе, еще о чем-то. А Chatham House вообще не закрытая, это открытая структура.
но она стоит стоит многих закрытых структур, и имеет смысл о нем поговорить подробнее. У истоков Чэтам-хауса стоит Лайонел Кёртис, британский государственный деятель, член общества Милнера. Вообще, я очень рекомендую прочесть интересную статью Ольги Николаевой и Степана Гаврина, которая была опубликована в газете «Суть времени». Это номер 546, 2023 год. Это очень интересная статья о Чэтам-хаусе. Я довольно, много информации там почерпнул, хотя я довольно много знал и раньше о Чэтам-хаусе, но, тем не менее, статья интересная, я очень ее рекомендую. Но прежде чем говорить о Чэтам-хаусе, что же это за структуры такие общества Милнера, которое выросло из общества Ротса? В зимний день, в феврале 1891 года, 3 человека вели откровенную беседу в Лондоне. Последствия этого разговора имели значение огромнейшей важности для Британской империи и мира в целом. Так начинается интересное исследование англо-американский истеблишмент блестящего историка Кэрола Куигли. Кстати, издательство «Наше завтра» издало перевод этой работы «Англо-американский истеблишмент». Ну и теперь остается только перевести другую его работу, еще более важную, «Трагедия и мечта» «Tragedy and Hope». Это вот такой кирпич, почти 1500 страниц, книга весит более 2 килограмм. Куигли написал, по сути дела, такую тайную историю конца XIX и первой половины XX века до 1960 года. Причем судьба этой книги очень интересна. Кэрол Куигли вообще считался специалистом по проблемам цивилизаций. Вот англо-американский истеблишмент, он издан вообще после его смерти уже. А при его жизни была издана вот эта книга «Трагедия и мечта». И сначала думали, что «Трагедия и мечта», это опять же в духе Тойнби, цивилизации и первой книги Куигли. А потом, когда разобрались, ее начали быстро-быстро, изымать из книжных магазинов. И второе пришествие этой книги случилось уже в 90-е годы благодаря Клинтону. Дело в том, что Клинтон был студентом Куигли, и поскольку Куигли был очень таким жестким профессором, сдать ему экзамены зачета было сложно, и Клинтон сначала первый семестр провалял дурака, а потом решил реваншироваться, сидел все время в первом ряду, очень-очень много получил от Куигли. И в середине 90-х годов Клинтон, уже президент страны, вдруг вспомнил об этой книге и сказал, что ее неплохо бы переиздать. Ее переиздали, причем на суперобложке с тыльной стороны там фотография не Кэрола Куигли, а самого Клинтона. Так вот, Куигли написал книгу об англо-американском истеблишменте с одной стороны, и вот об этой закрытой наднациональной структуре. Значит, что это были за 3 человека, которые встретились в 1991 году в Лондоне? Это были 3 убежденных британских империалиста: Сесил Ротс, Уильям Стед или Стид, разведчик, и Реджинальд Беллиол Бретт, впоследствии лорд Эшер, доверенное лицо сначала королевы Виктории, а затем Эдуарда VII и Георга V. Тройка эта собралась для обсуждения вопроса о создании тайной организации, которая должна взять на себя реальное руководство внешним, а во многом и внутренней политикой Великобритании, укрепить Британскую империю в новых условиях. Новые условия – это немецкий вызов, подключив к процессу укрепления США и создав нечто вроде единого англо-американского истеблишмента, господствующего над всем миром. Имелось в виду одновременно мировое господство англосаксонской расы. Нужно сказать, что доктрина расизма была детально разработана во второй половине XIX, начале XX века именно в Великобритании, а не в Германии. Немцы лишь реализовали, причем очень грубо, британские наработки на практике. Ну и одновременно с господством англосаксонской расы должно быть господство британского правящего класса с его социально-политическими и идейно-интеллектуальными традициями. А главная традиция – это социальный расизм и просто расизм. Вообще идея тайной англо-американской организации была сформулирована Сесилом Ротсом еще в 1877 году в его первом завещании. Завещаний было всего 7, поскольку этот ультраколонизатор был довольно хлипкого здоровья. Ротс формулировал цель вот этой организации, из которой потом выросло и общество Милнера, и которое создало Чэтам-хаус. На сайте видеожурнала «Картина мира» становится понятным не только то, что происходит, но и кто за этим стоит. Мы делаем видео, позволяющее в обход цензуры
самостоятельно формировать достоверную картину настоящего и образ будущего. Оформив платную подписку на сайте, вы получаете не только возможность регулярно смотреть новые интересные видео, но и полный доступ к архиву видеожурнала в полном объеме, без цензуры и рекламы. Следуйте за нами в социальных сетях. Там вы можете раньше всех увидеть анонсы наших новых видео, марафонов, послушать подкасты. Приятного просмотра! Таким образом, распространение британского правления в мире, совершенствование системы эмиграции из Соединенного Королевства и колонизация британскими подданными всех земель, где средства к существованию можно приобрести энергией, трудом и предприимчивостью, в конечном счете возврат Соединенных Штатов Америки как составной части Британской империи, консолидация всей империи, введение системы колониального представительства в имперском парламенте, что может способствовать сплочению разъединенных членов империи и, наконец, основание такой великой державы, которая сделает войнами невозможными и будет содействовать лучшим интересам человечества. Ну, насчет лучших интересов человечества это, конечно, бла-бла-бла, потому что не человечество интересовало этих людей, а англосаксы. Ротс полагал, что в меняющихся условиях конца XIX века лишь тайное общество, постепенно поглощающее богатство мира, способно сохранить господствующие позиции британской аристократическо-банкирской олигархии в мире. Обратите внимание на формулировку. Лишь тайное общество, постепенно поглощающее богатство мира. И вот этот тезис заслуживает особого внимания. По сути, ведь речь идет о глобальном отъеме активов таким субъектам, которые существуют тайно в закрытом режиме. В качестве модели организации функционирования тайного общества Ротс избрал иезуитов. В двух его последних завещаниях общество не упомянуто. Будучи уже весьма известным, Ротс не хотел привлекать к нему внимания. Члены группы, так называлась группа или мы, групп или we, имела два круга, как и иезуиты. Как и масоны, кстати. Внутренний – общество избранных, так оно называлось, общество избранных, и внешний – ассоциация помощников. Они были активны в сферах политики, журналистики, науки, образования и старались проникнуть в эти сферы, расставить своих людей, чтобы управлять этими процессами. Ротс умер от сердечного приступа в 1902 году, и возглавил ее Милнер. Чуть позже я о нем скажу. И особое внимание вот этой команды, и Ротс, и Милнер, они уделяли средствам массовой информации. Так они установили контроль над немалой частью британской прессы. Группа одобрила тот факт, что Альфред Хармсворт, это был их человек, стал в 1908 году владельцем самой важной на тот момент из британских газет «Таймс», которая сразу же получила беспрецедентный доступ к делам Министерства обороны, иностранных дел, колоний. Кроме «Таймс» под контролем Хармсворта, а следовательно организации Милнера, было немало массовой прессы, то есть такой массовки, таблоидов. И неудивительно, что группа, высоко оценив действия Хармсворта, помогла ему стать лордом Норклиффом. А «Таймс» превратилась в рупор группы, а в 1910 году началось издание ежеквартальника «The Round Table» – «Круглый стол». Иногда общество Милнера называют обществом еще «круглого стола». Журнал должен был влиять на тех, кто формирует общественное, мнение, определять повестку дня. Кроме того, группа оказывала существенное влияние на такие журналы, как Quarterly Review, Economist и Spectator. Ближе к началу мировой войны группа, опираясь на генералов и офицеров, многие из которых проходили службу в Южной Африке, существенно укрепила свои позиции в военной сфере. Стратегия группы была проста. Во-первых, это привлечение на свою сторону людей со способностями и положением, и привязывание их к блоку посредством либо брачных уз, либо благодарности за продвижение по службе и титулы. Причем, если человек был очень способен и известен, вот эти люди, они были все представители либо аристократии, либо высшей части среднего класса, они закрывали на это глаза. Ну, например, Герберт Уэллс, человек из низов, но человек, который продемонстрировал свое влияние на умы, его привлекли в работу вот этого общества, и он не только писал
фантастические романы, но и отметился 2 работами «Открытый заговор» и «Новый мировой порядок», где изложил, по сути, создание вот этого нового мирового порядка, под которым могли бы подписаться сейчас Шваб, а еще раньше какие-то другие люди. Вторая стратегия была такова: с помощью привлечения на государственную службу людей и расставить их по важным очень таким, местам, причем посты для этих людей государственные подбирались такие, которые максимально защищены от влияния общественности, а иногда, по сути, просто скрыты. Это какой-то второй уровень, а на самом деле это очень влиятельные люди. Создание организации Ротса Милнера Квигли считал одним из важнейших фактов истории 20 века. Кстати, если у нас будет время, мы просто пройдемся, не будем ждать перевода книги Квигли, а пройдемся по основным ее главам и, отреферируем ее. Постараемся, по крайней мере. Организация Ротса Милнера очень умело скрывала свое существование. Нельзя сказать, что оно было абсолютно тайным, но они не светились. И, будучи видными представителями старого привилегированного класса, они прекрасно понимали, что реальная власть – это тайная власть. Она намного более важна и эффективна, чем внешняя форма партийно-политического толка. И нужно сказать, что уже в конце 19-го, начале 20 века и в Великобритании, и во Франции партии и политические организации уже превратились в функциональные органы закрытых структур власти. И идейным таким интеллектуальным центром организации и интеллектуальной верхушки англосаксонской расы господ стал Оксфордский университет. Несмотря на то, что Ротс прожил недолгую жизнь, он успел заложить мощный фундамент под структуру, которая должна была стать организационным оружием мирового управления узкой группы британской, американской верхушки, и он назначил 5 доверенных лиц, которые должны были дальше развивать дело его жизни, и Ротшильдов, с которыми он был связан. Это были лорд Натаниэль Ротшильд, лорд Росбери, Эрл Грей, Альфред Байт и Леандер Старр Джеймсон. Это был гомосексуальный партнер Ротса. И, естественно, Альфред Милнер, которому суждено было сыграть огромную, во многом определяющую роль в развитии британских закрытых наднациональных структур согласования и управления. Как отмечают авторы одной из наиболее интересных, вышедших за последние годы книг о механизме возникновения Первой мировой войны, Доерти и МакГрегор, при том, что они не профессиональные историки. Вместе 5 лидеров вот этого общества, целью которого было создать тайную элиту мирового масштаба, то есть Ротс, Стэд, Эшер, Ротшильд и Милнер, представляли собой принципиально новую силу в британской политике и в мировой политике, родившуюся в 80-е, 90-е годы, но с ними активно сотрудничали представители традиционных аристократических семейств, господствующие в Вестминстере и часто тесно связанные с монархией. Например, Роберт Гаскоин-Сесил, 3-й маркиз Солсбери, контролировавший консервативную партию, Арчибальд Примроуз, 5-й Эрл Росбери, почти полный хозяин либеральной партии и другие. Доерти и МакГрегор подчеркивают, что британскую политическую жизнь контролировали примерно 6-7 семей, часто связанные брачными узами. Однако эпоха заставила их рекрутировать новую кровь, в основном из оксфордских Баллиола и Нью-колледжа. Вы, наверное, знаете, что Оксфордский университет – это совокупность колледжей, и вот Баллиол – это один из самых престижных. Нью-колледж тоже неплох, но не сравнить с Баллиолом. Таким образом, тайная организация во главе с 5 стала ударной частью старого британского класса и одновременно ядром новой мировой англо-американской элиты, различные сегменты которой, к тому же, крепко связал еврейский капитал. Еще раз напомню, что возобновление значительных связей с США и всемирное укрепление этих связей было центральным пунктом программы Ротса. Без этого заявленное в качестве цели господство англосаксонской расы и британской модели в мире XX века он считал невозможным. Но жизнь внесла свои коррективы. Практически весь 20 век, да и начало 21-го, мы видим это по конфликту сейчас на Ближнем Востоке, развивается как подспудное противостояние
британо-американских и американо-британских кланов. Иногда это упрощенно трактуют как противостояние Великобритании и США. Ситуация несколько сложнее. Речь правильнее говорить о британо-американских и американо-британских кланах. Ну, например, скажем, сейчас британо-американским кланам им нужна большая война на Востоке здесь и сейчас. И эта большая война может быть только войной между шиитами и суннитами. Но пока существует Израиль, ее невозможно осуществить. А вот американо-британским кланам им тоже такая нужна война, но только не сейчас, а после выборов в Соединенных Штатах. Отсюда резкое различие в подходе Великобритании и США к вот этому, так сказать, конфликту на Ближнем Востоке. Ну, а если посмотреть в прошлое, то британо-американский конфликт 20-х годов, он вылился в конечном счете во Вторую мировую войну, и в которую вроде бы ввели Германия и Советский Союз, но поджигателями и заговорщиками главными были, безусловно, британцы и американцы. Я не буду сейчас повторять историю возникновения Первой и Второй мировой войн. Нам важнее посмотреть на Чэтэм Хаус как творение вот этой вот наднациональной англо-американской группы. И я еще раз рекомендую вам посмотреть статью Ольги Николаевой и Степана Гаврина в газете «Суть времени», 546 номер от 2023 года. Посмотрим теперь, что это за структура Чэтэм Хаус, у истоков которой вот эти вот ребята Милнер и, так сказать, и компания. 30 мая 1919 года во время Парижской мирной конференции на собрании интеллектуалов и политиков из Великобритании и США Кертис предложил создать англо-американский институт международных отношений. Однако один институт создать не удалось, получилось два. В 1920 году был создан Британский институт международных отношений в Лондоне, а в 1921 году Совет по международным отношениям в Нью-Йорке. Британский институт получил еще название Чэтэм Хаус от названия дома, который в 1923 году купил канадский предприниматель и инженер-подполковник Рубен Уэллс Леонард. Первым графом Чэтэм был Уильям Питт-старший, британский премьер второй половины XVIII века и отец Уильяма Питта-младшего, того самого, который не постеснялся в британском парламенте в середине 90-х годов сказать, что французская революция стоила британцам 5 миллионов фунтов стерлингов, то есть огромной суммы. Британский институт международных отношений, или Чэтэм Хаус, со временем стал называться Королевским институтом международных отношений, КИМО, и так его чаще всего и называют КИМО или Чэтэм Хаус. Кертис был тесно связан с Альфредом Милнером, который унаследовал вот эту закрытую структуру Ротса, о которой мы говорили уже с вами, и создал так называемый детский сад Милнера. В свое время Милнер послужил в Египте, в Южной Африке, он был верховным комиссаром Южной Африки и Капской колонии. Он, кстати, был одним из закоперщиков Бурской войны. И вот Бурская война, а затем и концлагеря, которые британцы создавали для буров, куда они сажали не только мужчин, но и женщин и детей, которые гибли в этих лагерях. И вот Милнер – это тот человек, который несет ответственность за это. Так вот, он был верховным комиссаром Южной Африки, Капской колонии и спровоцировал Вторую англо-бурскую войну. Во время Первой мировой войны он был членом военного кабинета Ллойд Джорджа. В январе 1917 года он посетил Петроград, где встречался с Николаем II, где намекнул тому, что, сказать, ему стоит уступить трон наследнику, а регентом должен быть, скажем, его брат. Николай II, вместо того, чтобы указать человеку на дверь и выслать его из страны, этого не сделал. Милнер, тесно связанный с Ллойд Джорджем, хотя Ллойд Джордж не входил в группу, он выступал как ее агент, то есть как ее представитель. Скорее всего, его часто использовали в темную, но в саму группу он не входил. Так вот, по-видимому, Милнер имел непосредственное отношение к заговору, который вылился в так называемую февральскую революцию. По крайней мере, французские разведчики доносили, что британская агентура во время февральских вот этих дней, февральской революции, раздавала деньги солдатам, офицерам, чтобы стимулировать их участие в антиправительственных действиях. Так вот, еще в Южной Африке Милнер сформировал из своих молодых подчиненных группу, за которой закрепилось название «Детский сад Милнера». И вот эта как раз группа выращивала свою
команду, вот свои кадры, которые должны были двигаться и реализовывать повестку Родса Милнера. Кстати, Кертис и возглавил эту группу после смерти Милнера. С самого момента своего основания эта команда работала с Родсом. Родс это, мы уже говорили о нем, но я хочу напомнить, что он создал корпорацию De Beers, которая контролирует алмазный бизнес в мире. Сейчас она принадлежит Оппенгеймерам. И, в принципе, Родс хотел сделать то, что когда-то задумал еще Джон Ди. Джон Ди в конце XVI века создал план Зеленой империи. И вот в основе идеи Родса, это, так сказать, вот в основе его мировоззрения два человека. Джон Ди, это Зеленая империя, в которую входит Северная Евразия и Северная Америка, и Дизраэли, идея расового превосходства англичан. Почему Родс так цеплялся за империалистическую, так сказать, политику и, так сказать, вот, Милнер то же самое. По их мнению, империалистическая политика решала две задачи. Она укрепляла международное положение Великобритании и, во-вторых, позволяла перенести внутренние противоречия вовне. Родс постоянно повторял одну и ту же фразу. Если вы не хотите революции и гражданскую войну в своей стране, вы должны стать империалистами. Ну и, как я вам уже говорил, Родс создал тайное общество, которое унаследовал Милнер, но Родс еще одну вещь сделал. Помимо общества, на его деньги после его смерти был основан фонд Родса, Родс Траст, который выплачивал тем стипендии студентам из англосаксонских, прежде всего, стран, а затем и из других. Кстати, стипендиатом Родса был Клинтон. Первым главой фонда Родса стал Арчибальд Примроуз, пятый граф Росбери, премьер-министр Великобритании 94-95 года. Он был женат на Ханне Ротшильд, единственная наследница Майера Амшера де Ротшильда. Попечителями фонда стали Эдуард Грей, один из закоперщиков Первой мировой войны, Милнер. Кстати, именно Росбери ввел еще в 1884 году термин «содружество наций». Первыми тремя президентами Чатам-хауса были члены общества Милнера. Это лорд Роберт Сесил, потомок руководителя спецслужб Англии при Елизавете I и сын премьер-министра Великобритании. Но вот о его предке, о Роберте Сесиле, будет время, мы отдельно поговорим, потому что Уолсингем и Сесил – это были те люди, которые по венецианским лекалам создавали английскую разведку в XVI веке. Дальше лорд Артур, кроме вот Сесила и Эдварда Грея, лорд Артур Бальфур, он был премьер-министр. Кстати, именно его декларация, письмо Ротшильду от 2 ноября 17 года, положила начало британскому содружеству наций, а также создала еврейские поселения в Палестине. Но вот эту декларацию, ее обычно, сказать, вот, особенно противники Израиля говорят, вот Бальфур создал вот это еврейское государство. Британцы не были бы британцами, если бы они не посеяли сходу семена раздора. Вопросы функционирования американских бактериологических лабораторий не входят в компетенцию президента Украины. Ветряную оспу, которую связывали с деятельностью американских лабораторий, прикрывали диагнозом аллергический дерматит. Уничтожение этих патогенов, а по сути зачистка следов, от Украины потребовала Всемирная организация здравоохранения. Если мы говорим о истории биолабораторий на Украине, то мы не можем пропустить историю причастности Хантера Байдена. Вот эта линия, да, жена Ющенко, Супрун, о том, что это, в общем-то, все бывшие коллаборационисты, которые так или иначе попали после Второй мировой войны в Соединенные Штаты Америки и были, там, я так думаю, взяты под крыло Центрального разведывательного управления. В этой декларации говорилось о необходимости создать еврейское государство в Палестине, но оно должно было не ущемлять интересы местного населения. То есть, это классика жанра вбрасывания будущих семян раздора. То же самое британцы сделали в Индии, когда они создали два государства – мусульманское
и индуистское. Причем сначала у британцев был план очень хитрый. Как вы помните, британцы, так сказать, разделили свою колонию Индию на 3 части. В центре Индия, а по краям 2 мусульманских государства. Западный Пакистан и Восточный Пакистан. Восточный Пакистан, потом там Бангладеш. Но для прочности контроля и для прочности управления конфликтами британцы хотели создать на самом деле еще одно мусульманское государство в центре Индии, княжество Хайдарабад. Но жена последнего вице-короля Индии, британца, лорда Маунтбеттона, она была любовницей Неру, и она Неру все это рассказала. И Неру и Ганди жесточайше подавили эту попытку создания мусульманского государства Хайдарабад. А так у британцев была бы просто такая вот, так сказать, дуга управляемого конфликта между мусульманами и индуистами в Индии. Ну, то же самое, вот декларация Бальфура, она встраивала исходно сказать, конфликт между евреями и арабами на Ближнем Востоке. Это вообще любимая, англичанка гадит не только русским, она гадит везде. Значит, все 3 вот этих человека, которые были президенты Четтем-хауса, они все 3 были также членами так называемого Тайного совета. Это очень важная организация, она существует до сих пор. Кстати, решение о вводе британских войск в Ирак в начале 21 века вместе с американцами принимал не британский парламент, а Тайный совет. Иногда приходится слышать, что королевская власть Великобритании, тайные советы какие-то, это все, сказать, такие декорации, оставшиеся от Средневековья, сказать, чем бы дитя не тешилось. Ничего подобного. В Тайный совет входит королева, монарх, это была тогда Елизавета II, входит несколько представителей старой аристократии, входит несколько людей, о которых вообще неизвестно, что они члены Тайного совета. И это как раз такая закрытая форма власти. Как я уже сказал, группа очень активно привлекала талантливых ученых к работе. И поэтому, поскольку группа руководила и Четтем-хаусом, они привлекли в 1924 году Арнольда Тойнби-младшего, самого знаменитого Тойнби. Дело в том, что есть еще полный тезка Арнольда Тойнби, тоже Арнольд Тойнби, это его дядя, но дядя написал только одну известную работу, это о промышленной революции в Великобритании, в Англии, работу, которая вышла в конце XIX века, а Арнольд Тойнби-младший – это A Study of History, 12-томник исследований истории, и Тойнби не был кабинетным ученым. Начать с того, что он готовил свой 12-томник исследований истории, и параллельно он каждый год выпускал ежегодный мировой обзор. Они публиковались до 1963 года, причем до 1954 года, с 24-го, их готовил сам Тойнби. Во время Второй мировой войны Тойнби стал координатором деятельности спецслужб Великобритании. Это тоже очень характерная черта британской элиты, теснейшее сотрудничество от того уровня британской элиты, от среднего уровня и вверх со спецслужбами. Когда-то советские руководители в 30-е годы, по-моему, Микоян, говорил о том, что каждый советский гражданин должен быть чекистом, но в СССР это не получилось. А у британцев, если переформулировать, каждый член британской элиты должен быть разведчиком, да, это у них, сказать, получается. Достаточно вспомнить семью Флемингов, семью Филби, и так далее. Причем Тойнби занимался наукой в рамках идеологической программы, разработанной Ротсом и Милнером и развитой Кертисом и Бальфуром. В 1926 году была издана вторая декларация Бальфура. Она известна значительно меньше, чем первая. Первая, сказать, заложила основу для создания сионистского государства в Палестине. А вторая декларация Бальфура, в ней говорилось о том, что Великобритания и ее доминионы имеют равный статус в британском содружестве наций. Союзником Бальфура был Кертис, который считал, что Британская империя должна трансформироваться в федерацию. В нее должны войти США, а управлять ей будет мировое правительство, с британским доминированием. То есть США ставилось как бы под контроль этого мирового британского правительства. Эти взгляды Кертис изложил в 1937 году в книге «Град Божий. Божье содружество. Civitas Dei, the Commonwealth of God». Это отсылка к труду Аврелия Августина о Граде Божьем.
И построить новый град, писал Кертис, могут только те, кто познал божественные метафизические истины. Ну, а это только англосаксы. И причем не все, а только протестанты и организованные ими мировое правительство. Россию Кертис считал азиатской страной, преемницей неправильной с его точки зрения империи Византии. Коммунизм, католицизм, ислам и нацизм Кертис рассматривал как прибежище авторитаризма и как естественного врага англосаксов. То есть, смотрите, по концепции Кертиса врагами англосаксов являются не только коммунисты, но католики, нацисты и мусульмане. То есть, в 1937 году он приравнял нацизм и коммунизм, и он сделал это раньше Хайека и Поппера. И вот авторы статьи в газете «Суть времени», они очень правильно обратили на это внимание. При том, что Королевский институт международных отношений был в Англии, в Великобритании, ему очень активную финансовую помощь оказывали американцы. Ну, например, Ламонт, это был партнер банка JP Morgan. И нужно сказать, что Кимо действовал в тесной связке вот с этим Советом по международным отношениям, который, будучи частной структурой, оказывал очень большое влияние на политику США и до сих пор оказывает. С 1949 года директором Совета по международным отношениям американского был Дэвид Рокфеллер. В 70-85 годах он был председателем Совета директоров. Совет по международным отношениям издает журнал Foreign Affairs. Журнал был довольно интересным, еще лет 15 назад. Сейчас это официоз, прям как журнал «Коммунист» в советское время в Советском Союзе, да и уровень просел. Рокфеллеры профинансировали создание Института Тихоокеанских исследований, который тесно был связан и с Советом по международных отношениях, и с КИМО. Причем, очень интересная вещь. Рокфеллеры постарались подобрать в этот институт тихоокеанских исследований людей с левыми взглядами. Поэтому правые в Америке начали говорить, что Рокфеллеры играют в игры с коммунистами. Естественно, Рокфеллеры ни в какие игры не играли, которые бы им не приносили выгоду. Рокфеллеры с самого начала поставили на то, чтобы, если Китай разделится на гоминдановский и коммунистический, играть на обеих площадках, но когда коммунисты китайские объединили Китай, вот Институт Тихоокеанских исследований, он стал таким средством коммуникации между американской, и отчасти британской элитой и китайской коммунистической элитой. И очень большую роль там играл человек по фамилии Латимор. Мне бы очень хотелось, если бы было время, сделать о нем передачу, потому что его объявляют чуть ли не советским агентом. Это была значительно более интересная фигура, это был интерлокер, это был такой игрок международного масштаба и очень довольно сильный ученый. С середины 70-х годов Чатам Хаус начал организовывать регулярные англо-советские встречи. Круглые столы. Контрагентом с советской стороны был Институт мировой экономики и международных отношений. То есть, по сути, это тоже был такой канал неформальной связи между британской и советской элитами. Это вещь нормальная, вещь, которая должна существовать, но вот только нужно помнить, каким и в чью пользу оказался результат этих встреч. После разрушения СССР Чатам Хаус активизировал свои действия в зоне бывших интересов СССР. Я уже много раз говорил о том, что британцы, создавая свою макрозону, они могут рассчитывать только на то, чтобы откусить что-то от зоны бывших интересов Советского Союза. Это Закавказье и Центральная Азия, и Восточная Европа. Действуют они активно очень через Турцию и через Польшу. Я думаю, что вот эта вот позиция нынешнего Эрдогана по ближневосточному конфликту, где он рвет тельник и кричит «держите меня 7 человек», я думаю, что без консультации с британцами он себя так вести не стал бы. Но это моя догадка. Она, так сказать, только по косвенным свидетельствам. Так вот, Чатам Хаус активизировался очень в зоне бывших интересов СССР. В 1998 году был создан Ангольский форум. Это алмазы, нефть, железо. Была создана программа по изучению Африки. И нужно сказать, что британцы очень внимательно следят за тем, как
Россия и наши частные военные компании выдавливают французов из наиболее бедной части Африки, потому что, так сказать, британцы, можно сказать, они как раз экономически раскатали губу именно на эту часть, так сказать, Африки. Это уже англо-французские проблемы. Кстати, в 2005 году Чатам Хаус наградил президента Украины Ющенко грамотой. Так сказать, вот это как типа и получил плохиш банку варенья, корзину печенья. Любая попытка Российской Федерации продемонстрировать хотя бы намеки самостоятельной политики встречала в Чатам Хаусе подозрительные отношения. Ну, а уже после Крыма Чатам Хаус, так сказать, занял резко антироссийскую позицию. В 2015 году научный сотрудник программы Чатам Хауса «Россия и Евразия» Эндрю Монаган стал упрекать Запад в том, что он упустил тот момент, когда Российская Федерация начала неприемлемые для Запада действия. Руководитель этой программы в 2008-2011 годах был очень интересный персонаж Джеймс Шер, специалист по оборонной политике, по внешней политике России, по Черноморскому региону и российско-украинским отношениям. Живет он в Эстонии. И, значит, в сотрудниках вот этой программы «Россия и Евразия» числится двое выходцев из Российской Федерации, которые признали у нас иноагентами. Это некая Екатерина Шульман, абсолютно бестолковая женщина, ну и слава богу, что, так сказать, у них такие сотрудники, потому что слушать ее совершенно невозможно, и, так сказать, вот этот вот, так сказать, поток сознания или бессознания, который она выдает, эта женщина, она собирается восстанавливать Россию. Вот, так вот, она, так сказать, была задействована в этой программе, и некто Николай Петров, бывший профессор Высшей школы экономики, он также подвязался в созданном Кудриным комитете гражданских инициатив, я не знаю, он существует сейчас или нет. Очень интересные люди подобраны вообще в этой программе «Россия и Евразия». Вот, это люди, так сказать, такой явно антироссийской ориентации. Поскольку, согласно правилам Чатам Хауса, его президентом являются 3 опытных, но вышедших в отставку деятеля, то на сегодня, вот как рассказывается в статье, которую я цитировал из «Сути времени», в эту тройку входят 2 действительно влиятельных лица. Это лорд Алистер Дарлинг и баронесса Элиза Меннингем-Буллер. Она с 3 по 7 год возглавляла Ми-5. Ну и в совет Чатам Хауса входят также представители крупнейших корпораций, вот чьи имена приводят Ольга Николаева и Степан Гаврин. Сэр Найджел Шейкволд. Это до 2022 года член Совета директоров Royal Dutch Shell. Нужно сказать, что Royal Dutch Shell – это компания, которая, по сути, принадлежит Оранской династии, теснейшим образом связанной с Виндзорами. Вот эти 2 королевские династии, они очень тесно связаны. И я уже много раз говорил, что за крупным капиталом в Европе очень часто стоят аристократические монархические семьи. Вот за Royal Dutch Shell стоит Оранская династия. Дальше. Энн Кормак, тоже нехилая характеристика, работает в De Beers, перешла туда из Rolls-Royce, где отвечала за взаимодействие с правительствами других стран, а до этого в Royal Dutch Shell. Ну, как говорил один из героев фильма и книги Гайдара «Судьба барабанщика», огонь, ребята, и все отличники. Ну, и последний – Джон Мейджор, премьер-министр Великобритании в 90-е годы от консервативной партии. В настоящее время консультант банка Credit Suisse. Эти люди, такие люди не пропадают. Он свое, так сказать, отработал. Ну, и вот в 2022 году, я возвращаюсь к тому, с чего начал, Чатам Хаус опубликовал вот эту стратегическую указивку англосаксонскому и западному миру, что считать неправильным в отношении России и что нужно делать. По сути дела, это курс на жесткую конфронтацию на ближайшие 10-20 лет, пока Россия не капитулирует. Ну, остается только мне сказать, что буржуины бились, да сами разбились. Пока что у них ничего не получается, несмотря на все Чатам Хаусы и так далее, и так далее. Хотя опыт этот нужно изучать обязательно. Когда-то Константин Леонтьев сказал замечательную фразу. Он сказал, что такое Чехия? Это оружие, или орудие, которое славяне отбили у немцев и против немцев направили. Вот то же самое со всеми вот этими формами организационного оружия, которое есть сейчас у англосаксов. Конечно, нужно и свое развивать, но нужно использовать против них их же методы. Это их, как правило, ставит в тупик. И вот это нужно очень хорошо
вспомнить. Больше интересных видео для подписчиков видеожурнала «Картина мира» смотрите на сайте nday.club.